Друзья, всем привет! Я отсутствовал 2 недели, так что, как вы понимаете, за это время произошло много всего интересного. И раз часть новостей уже не очень актуальны, я решил, что в этом новостном выпуске я познакомлю вас с результатами матчей, которые прошли за предыдущие 2 недели. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Начну с самых свежих результатов. Японская волейбольная лига уже начала баловать своих преданных болельщиков яркими матчами. В Японию приехали несколько мощных легионеров, так что теперь данное первенство стало еще ярче и интересней. Традиционно в чемпионате Японии команды проводят по 2 матча за уикенд, и расписание первого тура было сформировано так, что и открывать, и закрывать его честь выпала прошлогодним финалистам Сантори Sunbirds и Осака Блутеон. В отсутствие сливки действующие чемпионы не смогли оказать достойного сопротивления обновившим не только состав, но и название Блютеон в первом матче и уступили 0-3, 17-25, 19-25, 21-25. А вот повторный поединок получился более насыщенным. Тут уже командам пришлось выяснять отношения на протяжении всех 5 сетов, но и здесь гости оказались сильнее. 25-21, 19-25, 25-21, 21-25 и 15-12. Практически все команды успели на воротнички за первый игровой уикенд, лишь Wolf Dogs не поделились турнирными баллами со своими соперниками. 49 очков Немира за 2 матча стали серьезным аргументом в этом противостоянии. Результаты первых матчей японской лиги сейчас находятся на ваших экранах. Каких-то основательных выводов после первых баталий мы сделать не можем, но на турнирную таблицу в любом случае давайте посмотрим. В России был разыгран первый Кубок Легенд. Напомню, что в финальную часть вышли 4 коллектива: Зенит Казань, Белогорье, Динамо Москва и Кузбасс. Именно в таком сочетании команды и вышли на полуфинальные противостояния в Москве. Несмотря на высокий ажиотаж к сражению между Зенитом и Белогорьем, матч чем-то супер ярким нас не побаловал. Казанский коллектив одержал уверенную победу в 4 сетах: 18-25, 25-20, 25-17 и 25-21. А во втором полуфинале Динамо не оставила ни единого шанса Кузбассу, разобравшись с соперником в 2 подряд сетах со счетом 25-16 и закрыв полуфинальную стадию счетом 25-20. Кемеровчане не смогли оказать достойного сопротивления и Белогорью в матче за 3-е место, хотя им удалось набрать на 6 очков больше, чем в полуфинальном поединке. 25-19, 25-19, 25-20. Бронза отправляется в Белгород. А вот финальный матч был куда более интригующим и красочным. В потрясающем сражении Динамо за счет агрессивной подачи смогли сломить сопротивление Зенит Казань в 4 игровых отрезках и забрать первый в истории Кубок Легенд в свою коллекцию. 27-25, 22-25, 25-13, 27-25. Кузбасс смог взять реванш у Динамо в рамках домашнего матча 7-го тура Российской Суперлиги. Имея счет 2-1 по сетам в свою пользу, кемеровчане упустили преимущество 22-17 в 4-м игровом отрезке, что полностью похоронило их перспективы на тайбрейке. Как итог, 25-21, 20-25, 34-36, 26-24 и 15-4. Москвичи добавляют очередную победу в свою коллекцию. Результаты матча 7-го тура Российской Суперлиги уже на ваших экранах. Лишь один матч завершился со счетом 3-0. Локомотив с Лялом в стартовом составе разгромил своего самого неудобного соперника последних сезонов в лице Факела. Благодаря потере очков москвичами Зенит Казань смог возглавить турнирную таблицу, при этом имея матч в запасе. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Перемещаемся в Италию. За время моего отсутствия там прошло 2 тура, и особенно яркими выдались противостояния 2-го раунда. Сперва Падова чуть было не разобралась с Перуджией в родных стенах. Лишь в 5 сетах действующие чемпионы Италии смогли одержать победу: 25-23, 23-25, 21-25, 26-24, 15-10. И с похожим результатом завершилась битва между Вероной и Чистерной, где вернувшийся в строй Кейта набрал 28 очков и помог команде хозяев одержать непростую победу: 20-25, 25-18, 21-25, 25-14, 15-13. 7 из 12 матчей итальянской суперлиги завершились со счетом 3-0. Все результаты 2-го и 3-го тура уже находятся на ваших экранах. Пьяченца, Трентино и Перуджа все еще не потерпели ни одного поражения и продолжают находиться на вершине турнирной таблицы элитного итальянского дивизиона. А вот в Польше осталась лишь одна непобежденная команда, кое является Люблин Вильфреда Леона, который сперва остановил победную поступь Скры, а затем сломил сопротивление Слепска, продлив свою победную серию до 6 матчей. А вот действующие чемпионы Польши и Шепски после того, как прервали серию Варшавы, закончили и свой безупречный путь, уступив Норвиду в гостях 2-3.
22-25, 25-23, 25-19, 21-25, 10-15. Так что проект Варшава, одержав 2 уверенные победы над Олроном и Баркомом, вновь смогли вернуться на лидирующие позиции в польском чемпионате. В плюс-лиге прошло так много матчей, что результаты придется поделить аж на 2 части. И все это вы можете сейчас посмотреть на экранах ваших устройств. Как я и говорил чуть раньше, проект Варшава на данный момент находится на первой строчке. Из интересного Рисовия из-за тяжелого графика пока что находится вне зоны плей-офф. Завершаем наш экспресс-новостной обзор чемпионатом Турции, где за время моего отсутствия уже успело пройти 2 тура. Одним из главных фаворитов предстоящего сезона выглядит Зират, который намерен вернуть себе титул чемпиона. За первые 2 раунда ФЛР лиги игроки Зирата лишь в одном сете позволили выйти сопернику за рамки 20 набранных очков. В остальных они даже не давали им набрать больше 17. Результаты первых 2 туров чемпионата Турции уже находятся перед вами. Также на ваших экранах появилась турнирная таблица после первых матчей нового сезона. Вот и все интересные волейбольные новости за последние 2 недели. Со следующей недели уже вернусь к привычному еженедельному формату. Если хотите быть в курсе всех свежих волейбольных новостей, то переходите в мой телеграм-канал. Там помимо новостей есть еще много всего интересного. А прямые трансляции матчей, часть из которых с моими комментариями проходят в группе ВК. Ссылка на нее есть в описании. Также вы можете найти там и записи всех матчей, и крутые волейбольные видосики. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.